Всем здорово, с вами нулевая ютуберша. Сегодня на обзоре у нас халявный и лучший voice-changer, который работает локально. В первую очередь мы должны скачать сам Applio. Для этого вбиваем в поисковике название программы Applio. Переходим на GitHub, жмем Last Test, Download Complete Version. Нажимаем. И оно скачивает. После загрузки нам нужно распаковать программу в любой удобном диск. Только главное, чтобы в названии папки не было русских букв. После того, как мы перекинули Applio, нажимаем Run Applio Bot. После запуска нас перекидывают в браузер на локальный хост. Applio — это удобная программа для голоса. Хочешь — учи модели, хочешь — используй HTTS, хочешь — изменяй голос на записи. Но ролик у нас про изменение голоса, поэтому сегодня используем ее как voice changer. Модели я качаю с сайта Voice Models. После скачивания модели мы переходим в папку, куда распаковали Applio. Нажимаем на Logs. В этой папке создаем папку для нашего голоса, например, Voice 3. В эту папку мы распаковываем скачанный наш голос. Далее переходим в веб-интерфейс программы. Нажимаем настройки модели. Жмем обновить. И выбираем тут нашу модель из папки номер 3. Вот так звучит этот голос. Давайте быстренько пройдемся по настройкам. Смотрите. Устройство ввода — это наш микрофон, мы сюда выбираем. А устройство вывода — это куда мы хотим выводить звук. Но лучше ставить виртуальный кабель. Так легче вывести его в Discord. Мониторинг — это чтобы прослушивать себя в реальном времени. Настройки модели. Тут у вас есть iTunes, очистка аудио и постобработка. Высота тона — это какой голос у нас звучит. Например, если понизить, это будет басястый голос. Но вы сами слышите. А повысить — это такой же более девичий голос у нас получается. Коэффициент поиска признаков отвечает за подражание модели. Чем выше мы его ставим, тем голос больше похож на модель. Но правда мозг работит, поэтому лучше ставить золотую середину. Алгоритм включения лучше выбрать RMWPE. В производительности мы выбираем задержку. Чем ниже, тем будет быстрее звучать. Если у вас видеокарта не тостер, то можете поставить на минималку, и будет звучать намного быстрее. Applio самый намного качественнее, чем тот же самый Vocoder. Ладно, давайте передадим звук на Discord. Для этого скачиваем виртуальный кабель. Переходим на официальный сайт, жмем Download. Распаковываем. VB-кабель стаб. Далее устанавливаем. После установки мы перезагружаем компьютер. Если у вас отвалился звук, то не пугайтесь. В настройках мы выбираем просто наши динамики, куда хотим, чтобы шел звук. Так, переходим в Discord. Настройки. Голос и видео. Тут мы в микрофон выбираем кабель output. В voice-changer тоже у нас стоит кабель. Ну вот у нас пошел звук на этот. Как его на Discord. И вот он нас слышно в Discord прослушивает звук. Ладно, не буду тянуть кота. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если было интересно, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. А с вами был я, Нулевое Звено. До скорой встречи.